Я всех приветствую, друзья. Итак, в этом видео речь пойдет о новой, точнее старо-новой видеокарте GTX 960 за 13 500 рублей или 5000 гривен. В конце видео, конечно же, сделаем конкурс по традиции. Я дам зрителям эту видеокарту, плюс еще клавиатуру Razer за 18 тысяч. Для этого с вас, друзья, лайк под видео, подписка на канал и, конечно, один любой комментарий под этим видео. В конце я еще раз уточню все условия, но так в целом эту видеокарту я купил на AliExpress. У нее 4 видеопамяти GDDR5 Micron. Спаяли эту модель китайцы из компании Waynida, вроде бы так она правильно называется. Ну, отчасти эту фирму я уже знаю, я уже брал у них там всякие железки и купил именно эту модель я на распродаже Черная Пятница. Применил при этом всякие там купоны, промокоды, и цена вышла у меня 13 500, а сейчас она стоит уже 15 тысяч. Но опять же, внимание, прямо под ценой видим вот промокод на 1500, и значит, применив сей промокод, можно все равно купить за 13 500. Мне кажется, в какой-то степени это, наверное, лучшая видеокарта за 13 500 из тех, что можно сегодня купить именно из новых, хотя почти каждый блогер сегодня считает именно свою видеокарту с AliExpress самой лучшей и самой секретной, но если честно, прям вот вообще положа руку на сердце, то будь сейчас за окном 2020 с нормальными ценами на видяхи, я бы честно, ну, наверное, не знаю, там то есть эту 960 и взял бы там за 15 тысяч 1660 супер. Просто сейчас мы как бы, ну, занимаемся всякой ерундой, ищем возможные пути решения для зрителей. Короче, это просто одно из отчаянных решений, чтобы не покупать 1050 Ti или еще хуже GT 1030. В общем, к этой теме мы еще обязательно вернемся после небольшой рекламной вставки, а сейчас, мои зрители из родной Украины, для вас в Комфи есть отличная возможность купить лучшие игры по самой низкой цене для 4 и для 5 PlayStation. Осталось буквально 3 дня, чтобы успеть на праздничную распродажу с большими скидками вплоть до 80%, и чтобы ускорить ваше, друзья, время, что купить и так далее, я выбрал 3 лучшие игры, которые я лично прошел и советую пройти всем, кто имеет дома 5 или там 4 PlayStation. Что ж, на первое место я без обсуждения ставлю обе части The Last of Us, причем что первая, что вторая, как по мне, это лучшее, что видел пока что вообще в индустрии за последние 10 лет. Эти шедевры просто обязаны быть у вас в коллекции. Далее, на второе место я бы поставил, наверное, лучшее интерактивное кино, это Детройт, как стать человеком. Я прошел почти все проекты именно в этом жанре на PlayStation, которые по сути вот и зародились именно на PlayStation. И вот конкретно эту игру я прошел примерно раза 4. Это очень красивая и сюжетная история, однозначно советую, и стоит она всего лишь 600 гривен в Комфи. Далее, третье, что я бы тоже хотел выделить, это, конечно же, Red Dead Redemption 2 часть. Я думаю, не стоит вам рассказывать, что это за игра, это крайне качественный проект от Rockstar. Все, кто прикоснулись к RDR 2, все эти люди остались полностью довольны, кроме, конечно, IT-педии. В общем, если вам больше 16 лет, то я думаю, вы оцените все мои вкусы, все, что я вам предложил из этих игр. Еще раз напоминаю вам о распродаже в Комфи, переходите по ссылочкам в описании, выбирайте диски на PlayStation, чтобы весело провести праздничные выходные, особенно в The Last of Us, там прям очень весело проведете время. Ну а мы вернемся к нашей теме. Итак, китайская GTX 960 за $200, тут особо, если честно, ничего интересного, что в коробке, что внутри, хотя стоит все-таки признать, что сама сборочка и в целом вообще внешний вид у видеокарты, они достойны уважения, хотя бы за то, что аккуратно сделаны, есть охлаждение, есть две вертушки, крупный радиатор и даже есть DisplayPort, HDMI порт и старенький DVI, то есть подключить эту видяху можно к любому монитору, даже из 90-х или очень современному 2022. В этом плане у меня лично нет претензий. Но окей, давайте все-таки начнем тестировать видяху, запустим что-то в Full HD, и тестировать я буду на своем простом медленном домашнем компьютере с 11700K и 16 оперативы. То есть, если учесть, что у большинства людей, то есть зрителей, будет, я уверен, почти точно уверен, проще по железу компьютеры дома, то, допустим, если у вас i3 или там Ryzen 1200, то ваш результат будет в 2 раза хуже. Об этом обязательно помните. Поэтому, если вы мечтаете, что вот поставите себе китайскую 960, то получите такие же цифры, то нет, друзья, вы такие цифры точно не получите. Просто блогеры имеют дома мощные тестовые машины, и у них даже всратая 1030 может показаться вам нормальной видеокартой. Поэтому все, что вы видите в тестах на мощных блогерских компьютерах, то сразу делите все на 2 и получите на своем 4-ядерном Ryzen вдвое меньше фреймрейт. Так что, друзья, имейте в виду. И, кстати, перед тем, как начать тесты, я бы хотел показать зрителям самую дорогую беспроводную механическую клавиатуру от Razer. Именно эту клавиатуру я подарю своим зрителям в качестве второго подарка. Я небольшой эксперт в области мышек и клавиатур. Есть люди, которые прямо досконально знают всякие там свечи, кликеры, там роны, микрики. Все это очень
очень сложно для обычных зрителей, кому просто нужна качественная печатная машинка. И в этом плане я нашел для зрителей идеальную клавиатуру, внимание, с тихими свечами. Самое важное — это беспроводное подключение. Причем есть три варианта подключения. Это стандартный через провод USB Type-C, то есть USB Type-C, далее через радиоприемник фирменный 2.4G, то есть это тот, который вот с максимальной скоростью передачи данных. И третье — это Bluetooth 5.0. Одним словом, эту маленькую клавиатурку можно законнектить не только к вашему компьютеру и ноутбуку, но и через Bluetooth можно подключить к телевизору, смартфону, планшету и так далее. Называется эта модель Razer Black Widow V3 Mini, и ее цена в среднем порядка 18 тысяч рублей или 7 тысяч гривен. Из ключевых особенностей я бы отметил, наверное, здесь желтые свечи с демпферами звука, и очень при этом они довольно очень тихие. Я немножко уже устал, знаете, от звука печатных машинок там с красными синими свечами, так что именно желтые самые комфортные, как по мне, если вы живете не один дома. Если вы, конечно, один дома, то можете клацать хоть на весь, не знаю, подъезд. Также данная клавиатура очень маленькая, что на 60% меньше, чем обычная полноформатная модель, так что ее можно взять с собой просто в рюкзаке, а при первом подключении сразу всплывает рейзеровская чуйка, так сказать, и можно сразу же поставить всякий там полезный софт, например, это Synapse. В нем я настраиваю всякие там бильды на клавиши, подсветку и прочие вопросы. В общем, однозначно это мощная мини-клавиатура, вот только бы цену ей более доступную, ну хотя бы там 10-12 тысяч, но за 18, конечно, прям вот далеко это, ну, не для всех продуктов. Эту клавиатуру я еще раз напомню, подарю своим подписчикам тоже вместе с видеокартой в конце видео. Чтобы принять участие, еще раз напомню, лайк под этим видео поставьте и подписку сделайте на мой канал, плюс один комментарий напишите под этим видео. А сейчас давайте наконец-то вернемся к нашим видеокартам. Итак, давайте тестировать и сперва посмотрим на GTX 1030, чтобы, так сказать, понять, что мы теряем, если не переплатить 3500 рублей, взяв за 10 тысяч 1030. И все настройки у меня, еще раз напомню, будут на средних Full HD. Итак, сперва давайте, все-таки, знаете, вот неплохо справляется 1030 в Rainbow 6, и даже местами мы с вами видим почти 35 FPS, и это прям, ну, почти нормально. Хотя, с одной стороны, это все-таки, наверное, нет, ненормально. Для сетевых штанов все-таки нужно хотя бы 60 FPS, так что за дело берется, наконец-то, китайская GTX 960. И с теми же средними настройками Full HD мы получаем 80 или даже местами 90 FPS. То есть результат в 3 раза лучше, чем у 1030, и это на уровне, скажем так, 1050, возможно 1050 Ti, ну там плюс-минус. Опять же, у меня, напомню, мощный компьютер, у вас там, не знаю, i3 будет в лучшем случае, и вы получите, ну, возможно, 50-60 FPS. Так что сразу предупреждаю вас, что потом не было вопросов, а почему у меня нет 90 FPS, как у Шелеста, почему у тебя там больше кадров, а потому что у меня стоит проц 11700K за 35 тысяч и оперативы 16 на частоте 4000. Так что вот как бы вот так, об этом нужно обязательно помнить. Ну окей, идем далее, запустим теперь новую свежую часть Halo Infinity. В общем, здесь как бы в этом тесте 1030 сполна раскрыла весь свой потенциал. Вообще как бы, ну, невозможно без боли смотреть на происходящее. В целом у нас так порядка 10, возможно 15 кадров, а вот GT 960 наоборот, хоть и не в силах выдать 60 FPS, но все равно свои честные 40 у нее имеется. Хоть и не везде, конечно, 40, там бывает 35, но это мало, вы знаете, все равно для динамичных перестрелок. Возможно, потом все, не знаю, оптимизируют, но пока что 35-40 это все еще тот самый малый минимум, который нам необходим. А теперь, друзья, давайте все-таки запустим Киберпанк на средних Full HD. И вот тут по традиции 1030 справляется с задачей на уровне 8 кадров в секунду. И можно сказать, что эта видеокарта это просто один из вариантов, как вообще выбросить 10 тысяч на ветер. И если, скажем, просто доплатить всего лишь там 3500 и взять за 13500 там эту же 960, что явно лучше справляется, и здесь уже у нас хотя бы имеется 25-30 FPS, и это уже неплохо. Но все еще раз напоминаю вам, что у меня стоит мощный процессор и очень быстрая оперативная память. В случае, если у зрителя стоит проще компьютер, то вы получите, ну то есть не 30 FPS, а будет, скажем, там 15-20, это в лучшем случае. Короче, единственное, где нормально показала себе 960 с AliExpress в 2021 на средних Full HD, это Forza 5 часть, там есть хотя бы 40-45 FPS, и возможно даже Rainbow 6, Counter-Strike, Dota, Fortnite, в общем все те, что называются сетевыми шутанами. Для большинства же в целом 960 тоже можно, то есть ее можно использовать, но как использовать только вот именно на средних Full HD с апскейлом, или опять же все зависит от вашего компьютера. У меня нормально работает 960 с 8-ядерным 16-поточным 11700K, что будет у вас там дома с двухъядерным, не знаю, там Pentium
Pentium или там i3, вы уже сами как бы здесь, ну, это все на ваш страх и риск. Просто не хочу быть крайним, знаете, вот показал вам 960, которая тащит вот на моем мощном ПК, вы потом, скажем, пойдете и купите эту видеокарту, вставите в свой слабенький компьютер и потом будете меня обвинять в том, что у вас нет такого FPS. Если же вы собрали средний ПК, хотя бы там, не знаю, i5 10400 или Ryzen 5 3600, то вот в таком случае, в принципе, можно получить плюс-минус примерно такие же цифры. Вот такие дела. В общем, друзья, всех еще раз поздравляю, то есть с наступающими праздниками. Вчера у меня прошел вот небольшой стрим, где я подарил подписчикам ноут за $1000 и компьютер, и сегодня в этом видео я дарю вам эту GTX 960 и клавиатуру от Razer за 18 тысяч. Для этого, чтобы получить эти подарочки, просто вам нужно обязательно быть подписчиком на моем канале, прям обязательно. Далее поставить лайк под этим видео и оставить один любой комментарий, чтобы по этому комментарию я выбрал вас, то есть победителей. Вот и все. И через 15 дней, 15 января, выберем победителей на втором канале. На этом, друзья, у меня все. Подписывайтесь. Увидимся с вами уже в 2025. Не болейте и до новых встреч на канале. Всем удачи и пока-пока.